Привет, друзья! Привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Мы продолжаем показывать наш дневник о путешествии в Сочи на новую волну. Это 6-й день пребывания в Сочи, поэтому рекомендуем вам начать просмотр с первого дня по этой подсказке вверху экрана. Этот день знаменателен для нас тем, что нам с Иваном удалось оформить пропуск на красную ковровую дорожку, где можно было встретиться и пообщаться с любой звездой российской эстрады, в том числе и Димашем. Но перед тем, как мы этим пропуском воспользовались, нам поступило приглашение на встречу в отель Рэдисон. Приглашение поступило от семьи Диарс из Казахстана. Эта семья уже 8 лет посещает фестиваль «Новая волна», поэтому этого повода уже было достаточно для встречи. Но в любом случае тут никто не отменяет. Только трудом достигается. Только трудом. Знакомство оказалось очень радушным и интересным. Глава семьи Сыбыржан Серикович рассказал нам очень много про свою родину и ее героев, а супруга Сыбыржана Светлана похвалила за работу в продвижении культуры Казахстана и казахских традиций. Полную версию этого интервью смотрите по подсказке вверху. Результат беседы был однозначным. Нам нужно ехать в Казахстан, чтобы воочию увидеть то, о чем мы так долго рассказываем вам из своей студии в Петербурге. Сыбыржан Серикович сделал нам щедрое приглашение, от которого мы не должны были отказаться, а мы и не собирались. Теперь, благодаря гостеприимству этой семьи, нам удастся полноценно побывать на родине Димаша и почувствовать на себе мотивы, заложенные в его песнях и творчестве. Мы готовимся с головой окунуться в это приключение и так же, как на новой волне, держать вас в курсе своих приключений. Быстро проверяйте подписку на канал, чтобы поехать в Казахстан вместе с нами. Вечером 23 августа в New Way Hall проходил творческий вечер Николая Баскова. И хотя выступление Димаша там не планировалось, мы решили заглянуть на красную ковровую дорожку, чтобы опробовать наши новые пропуска, а заодно разведать обстановку и понять, где расставлять сети, чтобы сделать фото с Димашем. Привет, друзья! Сегодня отличный вечер. Команда Алга Петербург пробралась на красную дорожку всех звезд. Мы видели уже много артистов, и у кого-то даже готовимся взять интервью. Сегодня у нас день разведки, а завтра мы по полной вооружимся всем необходимым и будем задавать звездам неудобные вопросы. За кулисами оказалось все очень красиво и торжественно. Звезды величаво расхаживали по красной дорожке и делали сотни фотографий на память. Журналисты юлой крутились вокруг артистов, пытаясь при любом случае задать свой вопрос. Признаюсь честно, мне еще никогда не доводилось видеть такое скопление звезд российской эстрады в одном месте. Я немного растерялся, поэтому не спешил ко всем приставать, а молча наблюдал и учился у своих коллег профессиональных журналистов. В тот вечер я запечатлел много артистов разного калибра. В какой-то момент мне даже стало скучно, и я отправился в VIP-ложе, где за сольным концертом Николая Баскова можно было наблюдать удобно, раскинувшись в кресле. А официант готов был выполнить любой ваш каприз. Разумеется, такое посещение концерта стоит неприлично больших денег, поэтому я без остановки, стараясь не глядеть на вкусные манящие закуски, прошел к краю ложи и начал снимать концерт. Вид, конечно, оттуда открылся фантастический, поэтому я твердо решил, что закрытие фестиваля нужно смотреть именно здесь. Вы готовы зажигать? Я оглянулся по сторонам и в 2 метрах от себя за столиком увидел Игоря Крутого и Николая Цискоридзе, которые отмечали день рождения Николая Баскова вместе. Покидая ложи, я встретил Льва Лещенко, который, несмотря на свой возраст, уверенно штурмовал крутую лестницу, чтобы поскорее присоединиться к своим друзьям. В итоге нам удалось провести качественную разведку и подготовиться к встрече с Димашем и его сестренкой Раушан. Но об этой встрече я расскажу вам в следующей серии. Пока! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.